Смотри, как сопротивляется. Смотри, смотри, смотри. Жесть, как она хочет жить. Идите посмотрите, сколько блох у него. Видишь, что творится? Обалдеть. Они смываются вон много. Вон ползет. Ё-моё, какая жирная. Стой, что у него такое на лапе? Блин, один хребет. Моя мама с племяшкой услышали лай собаки и увидели на дереве маленького рыжего котенка. Пса прогнали, сняли малого с дерева и решили забрать домой, чтобы попытаться найти ему хозяина. Но все оказалось не так просто. Этот котенок был полон сюрпризов. Обязательно досмотрите до конца и сделайте все, что я скажу, потому что от этого будет зависеть дальнейшая судьба рыжика. Первым делом, как обычно, занесли его в ванну. Всех уличных животных сперва нужно как следует искупать специальным шампунем от блох и клещей. Малыш не особо был доволен звуком водички и собирался убежать обратно на свое безопасное дерево. Бандит, давай без этого. Котенок очень маленький, хотя на видео выглядит гораздо крупнее. Ванна быстро запачкалась от лап бездомного котенка, но это грязь и ерунда по сравнению с тем, что мы обнаружили в его шерсти и в каких количествах. Что с твоим голосом? Чего ты такой хрипший? Мурлыкает. Как только намокла шерсть, мы увидели целую тучу блох, которые от страха побежали в рассыпную. Ух ты, ё-моё. Блохи не любят воду, потому что от воды они становятся менее подвижными. Поэтому, пока котенок мокрый, нам будет намного проще ловить и уничтожать блошек. С ума сойти. Ну, блох много очень. Они смываются вон много. Посмотри, как плывут. На животик потереть немножко. Идите посмотрите, сколько блох у него. Обалдеть. Так их смывай, просто пузо намыль. С котенка стекала кровавая вода. Помните, как однажды мы мыли черно-белого приятеля и какая красная вода была под ним? Оказывается, это все из-за блошиного помета. Блохи ведь питаются кровью и, соответственно, кекают тоже кровавыми отходами. Смотри, сколько этих какашек от блох. Вся спина. Видишь, что творится? Именно эти точки и есть блошиные кокульки, которые, размокая под водой, окрашивают ее в цвет крови. Еще кровавая вода, конечно же, может быть из-за каких-нибудь травм и открытых ран, но мы осмотрели котенка, и, к счастью, он цел. Это жесть. Их там целая тьма. Только представьте, какой дискомфорт эти сволочи создают малышу, особенно в таких больших количествах, когда каждую минуту твое тело кусают сотни блох, и при этом никуда от них не деться. Устроили тут бесплатное общежитие с многоразовым питанием. Но сейчас мы постараемся большую часть смыть струей воды, а остальных будем доставать руками. У нас лекарство от блох все, или ему нельзя? Ему можно, но ему нужно до 4 килограмм. У нас нету такого. То есть там от скольки до скольки, а может вообще нельзя. Если ему сколько тут, 3 месяца ему есть или нету? Мы решили пока не наносить ему средства от блох, потому что котенок очень истощен и его иммунитет пока совсем слабый. К тому же он еще и маленький, а таким пока нежелательно давать никакую отраву. Придется доставать всю эту гадость вручную, затем будем активно откармливать этого парня. А когда он более-менее окрепнет, можно будет и потравить оставшихся жильцов. Какой худенький. Мне даже его мыть страшно. Как сейчас поломается. Котенок очень боялся воду и пытался вырваться из Катиных рук. Пожалуйста, только не пишите мне опять про полотенце под лапы. Все комментарии усыпаны этим полотенцем. Я прошу вас, забудьте этот горе-лайфхак. В одном видео я уже объяснял, что когда вы моете бездомное уличное животное, с него всегда будет стекать много грязи и неподвижных блох. Вся эта гадость должна стекать в трубу, а не задерживаться на полотенце. Особенно блохи, оказавшись на полотенце, могут запросто отскочить от него, проникнуть в ваш дом, поселиться на ваших домашних животных или повторно вернуться на котенка. А еще полотенце скамкивается под лапами животного, и толку от него нет вообще. Просто поймите, что коты боятся именно воду, потому что коты с водными процедурами несовместимы. Если ваш кот спокойно стоит на полотенце, то с большей вероятностью он просто не особо боится воду. На дно ванны можно стелить специальные резиновые коврики, чтобы не скользили лапы, или класть деревянный мостик, но никак не полотенце, особенно если животное бездомное и грязное. Стой, что у него такое на лапе? Не клещ? Че? У него клещ, походу. У него клещ. На лапе. Вот это? Да. Ой, ё-моё.
Катя обнаружила на лапе что-то очень похожее на клеща. А это вполне возможно, учитывая, что за окнами жаркое лето и клещей тогда было очень много. По-моему, клещ один. Пинцет у меня. Там на столе, где кисточки. А может, это не клещ? Не пойму я. А это, по-моему, Саня, не клещ. А что это? Это вот что. А что это? Это, знаешь, такая трава липучая есть. Таня, это не клещ, это трава. К счастью, это оказалась какая-то колючка. Шлындал по траве, вот и нацепил на себя колючек. Большую часть блох смыли водой, поэтому будет чуток проще доставать оставшихся монстров. Давайте полотенце какое. Соня, тебе нормально? Теперь идем с ним на балкон и обязательно берем с собой ведро с горячей водой из крана. Ведь, как мы уже знаем по прошлым историям, блохи и клещи погибают, оказавшись в воде выше 70 градусов. А с горячего крана должна быть как раз такая температура воды. Катя ловила по одному этих шустрых вредителей и опускала их в ведро. Некоторых поймать было сложно, и поэтому она их сразу давила ногтем. Вся эта процедура будет длиться очень долго, потому что блох у котенка очень много. Они были и на полотенце, и на Кате, и несколько штук я даже поймал на своей ноге. Вон ползет. Ё-моё, какая жирная. Да такие здоровые, жирные. Вообще. Вот еще тут. Мне уже кажется, что меня самого кусают. Ну, это же сам. У меня на спине как будто несколько штук сидит. Может, 2 раза под майку забыл. Мне какая огромная. Вода в ведре стала пополняться бывшими грызунами, которые уже никогда оттуда не выберутся. Бедное животное. Просто представьте, что он чувствовал, когда весь этот отряд атаковал его тело со всех сторон. Это же не поспать спокойным полноценным сном, не поиграть нормально. Тебя все время грызут, и даже убежать от этого всего не получится. Ну что ж, блошки, вдоволь вы над котенком потешились. Чай и наш черед пришел шутки шутить. Котенок чувствовал облегчение и даже мурлыкал в ответ на все наши действия. Катя искала в шерсти затаившихся блошек и тем самым делала ему почесательный массаж всего тела. Хорошо хоть кот светлый, потому что на темных животных гораздо сложнее обнаружить блох. Тем, кто впервые на нашем канале, хочу рассказать, кто мы и чем занимаемся. На этом канале мы стараемся помогать вот таким мелким, больным или выброшенным животным находить новый дом. Мы не приют и не организация по защите животных. Мы простые, неравнодушные люди, у которых есть только этот YouTube канал. И только благодаря зрительской поддержке мы можем всем этим заниматься. Поэтому, если вам интересно за этим наблюдать, или вы хотели бы лично принимать участие в помощи бездомным животным, жмите на красную кнопку внизу под видео и присоединяйтесь к нам. Ну, Саша, посмотрите этих котят. Там 2 котеночка такие красивые тоже. Ой, нам уже некуда. Ну, Нам каждый день пишут, что в каждом районе, в каждом дворе. Ну, я как бы, вы же с блогом занимаетесь, так вам попроще. Ага, попроще. Нет, По полгода да, отдаю. по полгода сидят у нас. И многие просто смотрят, потому что им видео нравится. А забирать себе не все хотят. Так вот тоже внезапно все происходит. Да я То внезапно кота выбросил кто-то в подъезд, то пошли на речку, нашли, весь в клещах был, 40 штук достали. И что, серьезно, что ли? Кто-то выбросил за мост. Ну, там же... Черно-белый кот взрослый, но он домашний, он видно по нему. И весь в клещах, ну это было 9 мая. А мы с ребятами шашлыки делали, сидели. Ну, планировали пойти на салют. Ой, ё-моё. Ты сейчас что прешь? В итоге поехали с этим котом доставать клещей. Ну и тоже искали хозяина, завезли женщине в Могилев. Довольная, души в нем не чает. Замечательно. А кто-то же выбросил вот. Ну, там же нету ни домов, там нету жилого. Ну вы знаете, за мостом у нас, за Новым Фандоковским. Ну, тогда там вообще... Вы только представьте, какие мучения создавала ему вся эта армия. А сколько еще блох смылось в ванне. И даже это еще не все. Смотрите, что будет дальше. Нам нужно было сделать небольшую паузу, чтобы решить кое-какой вопрос и переодеться. К тому же котенок уже высох, и блохи стали более подвижны. Поэтому надо повторно намочить котенка, а заодно вылить эту остывшую воду и поменять ее на свежую. Давай колышки мне поднимать. Котенок уже не особо боялся воду, потому что не так давно мы уже плавали с ним, и теперь он знает, что в этом нет ничего страшного. Но все равно глаза были большие, и приходилось его крепко держать, чтобы он не выскользнул из рук. Вон куча всего на носу. Видишь? Какая-то грязь. Это грязь или это врожденная? А, вроде оттирается. Попробуй отмыть, а то для некрасиво. Надо же еще мордашку мыть.
солнышко, не кричи. Глазки какие-то непонятные. То ли рыжие, то ли... Голубые. Они, смотри, были видно голубые в детстве, а теперь переходят в рыжие. Такой хорошенький, он такой маленький. Ой, лягушка эта рыжая. Хорошо мочим мордашку. Вот где ушки у этой лягушки? Мыть шампуньками его уже не надо, поэтому Катя только слегка умыла его мордашку от всей этой грязи. Скоро будет красавцем, только дайте нам время. Ну, вот это тебе точно не нужно. У него внешность какая-то странная немножко. Необычная. Вот он какой-то инопланетянин чуть-чуть. Инопришелец какой-то немножко, кот. Ты немножко иноплеселец? Откуда ты прибыл? С какой планеты, признавайся? С рыжего Марса? Да? Посмотреть на это чудо пришли и наши котейки, но им нельзя контактировать с бездомным котенком. Хотя бы до тех пор, пока мы не потравим у него всех блох, а также пока не свозим его к ветеринару и не убедимся, что у него нет никаких инфекций. Дыня, обратите внимание, пожалуйста, тут, между прочим, молодой человек находится. Как вам, молодой человек? Рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Дуня, осторожно. Дуня, как обычно, у нее на всех одна реакция. Посмотрим, что скажет Мишка. Кузьма, познакомься, пожалуйста, с молодым человеком. Во. Этот просто понюхает. Он так боится. Он даже не знает, что ему делать. Кузя, долго нюхаешь. Мне это не нравится. Не зашипел. А ты что скажешь? Понятно? Все понятно. Я думаю, что тут комментировать нечего. Молодой человек сейчас отправится на свой балкон. Вот почему, в принципе, мы не держим их здесь. Во-первых, потому что бездомных нельзя отпускать к животным, к домашним. Во-вторых, потому что вот, пожалуйста, реакции. Он же маленький. Офигеть. Слушай, она какая-то сегодня не в духе девка. У Сони сейчас такой взгляд грустный. Как будто бы она осознала все, что она сделала сейчас. Хочет извиниться. Ты посмотри. Знакомиться так или иначе нет смысла. Этот котенок здесь только временный гость, поэтому не будем тратить время. Мы думали, что после прошлого раза блох уже практически не будет. Но это оказалось совсем не так. Просто наблюдайте. Покажи. Иди сюда. Немножко намочили глаз котенку, но на войне как на войне. Они сейчас пытаются найти сухое место. Блин, маленькая, ужас. Смотри, как сопротивляется. Смотри. Угу. Жесть, как она хочет жить. Но, сорян, Косик тоже хочет жить. котик тоже хочет жить. Слушай, меня беспокоит она. Что она там плёхается? Ребенка маленького искусали толпой. Это ж, блин, дико больно. Слушай, не угомонится никак. Она уже подругу свою. Ну все, сорян. Сволочь такую. Ребята, в комментариях под прошлым выпуском, когда мы Ваське доставали черно-белому блох, да и в принципе, когда клещей доставали маркизу, очень многие писали, как вам не жалко, вы живодеры, убиваете там клещей, блох, что один какой-то котенок достоин жизни, а они недостойны. Я предлагаю в следующий раз, кому жалко, давайте мы привезем их вам, посадите их на себя и пусть они живут на вашем теле. Я посмотрю, насколько вас хватит, если вы так жалеете их. Если что, пишите. Ну вот реально, если бы у них вши в голове завелись, они бы тоже не травили их? Наверное, они не понимают. Блин, один хребет. Через пару часов тело котенка было очищено. Теперь-то уж точно малой как следует выспится, и никто не потревожит его крепкий детский сон. Чуть позже мы его покормили и уложили спать. На следующий день котенка свозили к ветеринару. Доктора осмотрели пациента и сказали, что есть проблемы с ушками и надо будет кое-что подлечить.
Затем мы откармливали малого, дали ему лекарства от глистов и потравили всех оставшихся блошек. Сейчас бывший блохастик живет у нас на балконе и очень хочет поскорее попасть в свою новую семью. Он очень ласковый, очень красивый и обязательно должен быть очень счастливым. Кушает хорошо, с первого дня ходит только в лоток и очень скучает на этом балконе. Если вам понравился этот котенок и вы хотите забрать его себе, свяжитесь с нами по ссылкам в описании. Доставим котенка лично в любую точку Беларуси, а также попробуем привезти котенка в ближайшие города других стран. Все ссылки и всю подробную информацию вы также найдете в описании. А если вы не можете забрать малыша себе, помогите, пожалуйста, распространить это видео. Поделитесь этим видео с друзьями и опубликуйте его в своих соцсетях. Раскидайте это видео везде, где только можно. И тогда увеличится шанс, что нам напишет тот самый человек. Как только мы отдадим котенка, я выпущу видео, в котором все расскажу и покажу. Давайте сделаем все возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.